Ну что ж, представьте, вы открыли компанию и нашли какой-то успешный продукт и начали его предоставлять. К вам пошли клиенты. Они вам платят денежки, они вам благодарны. Компания начинает зарабатывать, вы в энтузиазме, потому что, черт побери, моя идея заработала, какой я молодец. Но часто бывает так, что с ростом дохода почему-то начинает появляться все больше и больше проблем с деньгами. И это происходит из-за очень конкретных ошибок, которые допускает владелец бизнеса. И даже при востребованном продукте и растущем вале компания может остаться без денег или даже обанкротиться. Что это за ошибки? Первая ошибка – это проедание оборотных средств компании. То есть компании оборотные средства, фонды на все остальные виды расходов и даже какие-то личные потребности владельца, они, в общем-то, не разделены. Все это такой один единый котел, и когда нужно, оплатить поставщикам, мы оттуда забираем деньги, платим поставщикам, а когда владелец вдруг почувствовал тягу к роскоши или не тягу к роскоши, а просто ему нужно что-то купить, закрыть свои какие-то жизненные потребности, он тоже оттуда берет деньги и, собственно, тратит. Некоторые даже почувствовав, у нас растет оборот, бизнес пошел, наконец-то я могу себе позволить то, о чем я мечтал так долго, и увидев эти деньги на счету, количество которых растет, покупает себе дорогую машину. Если вы таких ребят видели, ставьте лайк этому видео. А ошибка заключается в том, что владелец-то ориентируется просто на общий вал дохода. Да, у него оборот растет, и у него возникает идея, что ж, теперь-то мы можем себе это позволить, что-то купить и так далее. Но при этом никто реально не считает, сколько из этих денег мы на самом деле заработали. Потому что реальная выручка считается же не по количеству денег, которые мы просто получили от наших клиентов. Она считается по объему предоставленных товаров, объему предоставленных услуг и так далее. И только держа эту цифру под контролем и нормально рассчитывая, правильно считая маржинальность, можно понять, сколько на самом деле относится к тому самому условному заработку, то есть к деньгам, которыми мы на самом деле можем распоряжаться. Естественно, возникает вопрос, как лучше всего вот такую модель выстроить, как установить процентовку, что я могу забрать себе, что я могу потратить и что я должен потратить на оборотные средства. Проще всего это сделать, просто проанализировав, то есть разложив по статьям за какой-то период, за месяц или за год, сколько тратилось на разные статьи расходов и так далее, и потом держать эту модель под контролем. Вторая причина, почему с ростом бизнеса денег становится меньше или не хватает в какой-то момент, это просто, такие некомпетентные специалисты. Это давайте мы обвиним в этом специалистов, хотя на самом деле проблема здесь в том, что предприниматель, который создал бизнес, который им управляет, он просто не хочет разбираться в каком-то вопросе, предпочитает нанять какого-то волшебного сотрудника, который ему обещает, естественно, результат. Например, довольно часто я вижу эту картину, что предприниматель не хочет разбираться в маркетинге. Сегодня маркетинг довольно сложный. То есть это какие-то цифровые инструменты, это реклама в социальных сетях, это реклама всеми другими способами. Там нужно отслеживать конверсии, там нужно следить за цифрами, там нужно постоянно контролировать, во что обходятся лиды и так далее. Много цифр, много букв, то, что называется. И владелец не хочет в этом даже поверхностно как-то разобраться, и он просто нанимает маркетинговую компанию, либо маркетолога, и платит им деньги. Психология и грамотные продажи. Я недаром выбрал слово «психология». В нем есть слово «псих», я его даже подчеркнул, потому что надо быть психом, чтобы не любить продажи. Продажи — это весело. И потом ждет месяцами, а когда же мы получим какой-то результат. В результате то, что он ожидает, он не получает. Если с вами такое было, ставьте лайк этому видео. И в результате он не получает то, что он ожидал, обвиняет, естественно, этого маркетолога или эту компанию, которой он заплатил деньги, и расстраивается. Иногда действительно его обманывают. Иногда это неправильная постановка задачи или какое-то отсутствие хорошего контроля. Я видел множество ситуаций, когда, например, нанятый маркетолог или маркетинговая компания создавали довольно
приличный поток лидов, то есть они действительно сделали прорыв в цифровом маркетинге, но компании, просто никто эти лиды толком не подхватывал, не обрабатывал, за этим не было контроля, и, в общем-то, рекламный бюджет сливался. А владелец, просто не понимая, как эти инструменты работают, он просто ожидал какого-то чудесного результата и тратил деньги, знаете, зажмурился, авось пронесет. Ну, в данном случае, если пронесет, то только, к сожалению, в плохом смысле. Здесь нужно понимать одну вещь. Для того, чтобы этого не происходило, владелец бизнеса должен на определенном уровне знать свои бизнес-инструменты. Инструменты, которые помогают управлять командой. Я не говорю о том, что предприниматель, каждый владелец бизнеса, каждый должен быть гуру цифрового маркетинга и понимать там все эти детали. Нет, я об этом не говорю. Но понимать, как инструменты работают, понимать, что нужно требовать от людей, которых мы нанимаем, и понимать, по каким параметрам, по каким метрикам мы можем оценить, будет там результат или нет, они вообще в правильном направлении идут или нет, вот это владелец обязан уметь. И в этом смысле и в этой степени он должен владеть этими инструментами. Ну, это только один инструмент. Вообще инструментов управления успешным бизнесом много, и о каждом из них я рассказываю на своем мастер-классе. Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень. Приходите, и вы получите полное представление о том, как вывести свою команду на новый уровень и получать крутые результаты. Ссылка в описании к этому видео. Третья ошибка – отсутствует финансовая модель. Что я имею в виду под финансовой моделью? Это значит, что у нас есть очень четкие правила, какой процент от маржи мы можем потратить на какие статьи расходов. Я не буду сейчас глубоко погружаться в эту тему, но зачастую такая модель просто отсутствует. И предприниматель даже не осознает, что у его компании слишком большой фонд оплаты труда. Потому что никто просто в моменте не контролирует на какой-то еженедельной, ежемесячной основе, а сколько на самом деле сегодня уже наш фонд оплаты труда составляет от маржи. Когда я говорю фонд оплаты труда, это значит все деньги, которые мы платим нашим сотрудникам, членам команды, зарплаты, бонусы, премиальные, отпускные, больничные и все такое. Часто так происходит, что на начальном этапе бизнеса это контролируется, потом выручка начинает расти, и компания начинает расти, но никто не замечает, что фонд оплаты труда растет быстрее, чем растет маржа. И есть довольно много предпринимателей с таким убеждением, что я должен платить сотрудникам как можно больше, потому что они это заслуживают, а иначе они от меня уйдут. Нет, нет. Пожалуйста, я заплачу тебе. Много. И я согласен с этой идеей, что платить сотрудникам нужно как можно больше. Но как можно больше в рамках той модели, которая является выживательной, эффективной для бизнеса. В конечном итоге, стремясь к такому гуманизму, что мы получаем? Да, такой владелец, он как бы заботится о сотрудниках, но на самом деле он лишает их будущего, потому что компания в какой-то момент просто разорится. Разорится из-за того, что огромный фонд оплаты труда не оставит денег на все остальные статьи расходов, не оставит денег на развитие, не оставит денег на оснащение рабочих мест, не оставит денег на найм, на рекламу, на маркетинг и так далее. При этом нужно принимать во внимание, что компетентный владелец бизнеса, он знает, что мотивировать сотрудников можно и нужно не только деньгами, и в первую очередь даже не деньгами. И о нематериальных методах мотивации я рассказал в своем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании к этому видео и читайте пост про то, как мотивировать сотрудников, но не только деньгами, и не сколько деньгами. Да, возвращаясь к фонду оплаты труда. Фонд оплаты труда вообще не может составлять больше, чем 50% от маржи. Не может. Если он составляет 50 или больше, эта компания не сможет развиваться, она не сможет рекламировать, она не сможет продвигать. Владелец такой компании не сможет на этом бизнесе заработать, а поэтому со временем просто тупо потеряет мотивацию и будет искать что-то другое, что-то более прибыльное и так далее. То есть фонд оплаты труда, включая все начисления, удержания и так далее, он должен составлять в идеале 30% от маржи. Это просто по моему опыту, по опыту работы с тысячами компаний.
Естественно, если речь идет о компании, там, предоставляющей услуги, где основной производственной единицей являются сотрудники, там нет дорогостоящего оборудования и так далее, то этот фонд может быть больше. Но в любом случае он не должен превышать 40%, потому что когда он подойдет к 50% от маржи, компания начнет потихоньку, незаметно, но каждый день, каждую неделю, каждый месяц начнет задыхаться потихоньку, потому что денег ни на что не будет хватать. Четвертая ошибка. Почему возникает такая ситуация с деньгами? Это наше чертово творчество, знаете, тяга к экспериментам. Это когда предприниматель вкладывает много, больше, чем нужно, в какие-то экспериментальные проекты, в какие-то смелые творческие идеи и так далее. Ну, понимаете, конечно же, любой бизнес, любое предпринимательство предусматривает, что мы что-то новое пробуем, мы что-то тестируем, мы что-то запускаем. И это прекрасно. Но давайте будем честными. Мы с вами ошибаемся, когда мы это делаем, время от времени. И мы, на самом деле, чаще ошибаемся даже, чем не ошибаемся, просто статистически. И каждая наша идея, которая у нас возникает, она нам кажется всегда абсолютно и невероятно гениальной. Если, кстати, у вас такое было, что вы создали какую-то идею, она вам кажется гениальной, вы прямо очарованы этой идеей, вы влюблены в нее, но через какое-то время вы обнаруживаете, что эта идея вообще разрушительна для бизнеса. Если вы такое в своем опыте как-то переживали, ставьте лайк этому видео, потому что в моем опыте такого было много. И вывод, который я для себя сделал, и рекомендации, которые вам по этому поводу даю, это то, что все эти новые, гениальные, потрясающие, свежие идеи, и всех нужно тестировать. Все эти идеи должны быть проверены на небольших бюджетах. Я понимаю ваш скептицизм, доктор Купер, и я на вашей стороне. Но правда жизни в том, что время от времени нам все же приходится пожать пару рук и поцеловать пару задниц, чтобы раздобыть денег на наши исследования. А это не так, что у тебя возникла какая-то гениальная, возникла идея там потратить, сделать какую-то гениальную рекламу, и ты вливаешь в эту новую рекламу весь свой рекламный бюджет. Это ошибка. Правильно сделать так. Возникла гениальная идея, прекрасно. Реши, сколько ты готов потерять из тех денег, которые у тебя есть, и протестируй в маленьком масштабе, сработает или нет. Обычно не требуются миллионы, чтобы проверить вообще в целом идея работает или нет. Я здесь вспоминаю историю одного из своих знакомых, который решил продавать рыбные консервы, сифуд в Соединенных Штатах. Он это делал великолепно в Европе, сделал капитал, состояние, и решил стартануть в Штатах, но и ничего более разумного не придумал, как затащить сюда много десятков тонн этих консерв, расставить по магазинам и налять еще целую кучу там персонала, супервайзеров, которые, значит, работали с торговыми сетями, и потом убедиться через пару-тройку месяцев, что, в общем, эти консервы никто не берет. Но причины там было две. То есть, во-первых, они как бы по вкусу несколько не соответствовали там стандартам американцев. Но самая большая проблема была в том, что они выглядели для американцев не как сифудные или рыбные консервы. То есть они просто визуально не вызывали этой ассоциации и так далее. Если бы он сделал этот тест в каком-то маленьком масштабе, нашел 1-2 магазинчика, привез там несколько палет, закинул и посмотрел на то, как люди реагируют на этот товар, я думаю, что он не потратил бы там сотни тысяч долларов, просто не выбросил бы их на ветер, но и он довольно быстро бы понял, что, собственно говоря, не так, и что надо изменить, что надо переделать. Поэтому, когда у вас возникает очередная гениальная идея, постарайтесь протестировать эту идею на очень умеренном бюджете, и только если она хорошо сработала, тогда уже ломайте или перестраивайте у вас работающие механизмы и вливайте туда значительные деньги. Пятая ошибка. Она в каком-то смысле противоположна предыдущей. Эта ошибка вообще заключается в том, чтобы не инвестировать деньги в развитие вообще. Часто я вижу эту ошибку в торговых компаниях, потому что торговым компаниям для роста нужны оборотные средства. Но это вполне логично. Если ты хочешь
не знаю, удвоить за год оборот своей торговой компании, ты должен удвоить за год объем собственных оборотных средств. Да, у тебя могут быть заемные, у тебя могут быть кредиты от поставщиков, но все равно это всегда как-то балансируется твоими собственными оборотными средствами. Если ты хочешь в 2 раза сделать рывок, то оборотные средства должны тоже увеличиться в 2 раза. А что это значит? Это значит, что каждую неделю, там, каждый месяц ты должен брать кусочек маржи и перекладывать в оборотные средства. Бац. Ну и потом, конечно, их никогда не трогать. И делать это последовательно, постепенно. Но это, кстати, такой математический эксперимент. Вот задумайтесь, сколько нужно от своей маржи регулярно откладывать на пополнение оборотных средств для того, чтобы удвоить доход за год. Видишь? Невозможно. Довольно элегантно. И понятно. Но есть одна проблема. Где? За стенкой. У Альвареса получилось. Я могу вам сказать, это довольно значительный процент. Многих это удивит, на самом деле, насколько это важно. Это понятно, что этот процент зависит от вашей скорости оборачиваемости товара и так далее. Но то же самое в любом другом бизнесе. Сервисная компания. Понимаете, я вижу множество компаний сервисных, которые застревают в развитии. Почему? Они не осознают, что их главный станок по производству услуги для предоставления чего-то ценного клиентам — это их сотрудники. А для того, чтобы расти по доходу и по прибыли там, в 2 раза сервисной компании, ей нужно удвоить количество сотрудников. Обычно в сервисной компании сотрудников нужно какое-то время отбирать, потом их надо обучать, не все из них справляются. Кто-то из них проходит испытательный срок, кто-то нет. Кто-то становится хорошим специалистом, кто-то нет. И это требует денег. То есть на это надо прямо выделять финансирование. А иначе просто количество сотрудников не будет увеличиваться, и сервисная компания остановится в росте. Поэтому, можно сказать, есть такое простое правило, что если ты хотя бы 5% от маржи своей ежемесячной, например, не реинвестируешь в развитие целенаправленно, осознанно, понимая, что это тебе принесет, то компания, конечно, не будет расти.